Привет, друзья и гости международного канала «Алга Петербург». На связи Саша Карельский, и я рад сообщить вам приятные известия. На просторах интернета появилось эксклюзивное интервью Димаша Кудайбергена. Оно состоялось в эфире передачи «Виражи времени» радиостанции «Радио России». Не прошло и 3 года, как на нашем отечественном радио всерьез заговорили о Димаше. Интервью получилось качественное, добротное и составило почти 50 минут эфирного времени. В эфире прозвучали любимые песни народного артиста мира и были заданы интересные вопросы. Полную версию можете послушать по ссылке в описании. А сейчас я предлагаю вам демо-версию этого увлекательного интервью, сделанную для вас Сашей Карельским с большой любовью. Алга. Добрый день, дорогие радиослушатели. В эфире программа Андрея Дементьева «Виражи времени». У микрофона журналист Анна Пугач-Дементьева. Москва вовсю готовится к Новому году, идут съемки праздничных концертов, новогодний голубой огонек и, конечно, традиционно песни года. Вот как раз на эти съемки прилетел наш сегодняшний гость. Это молодой певец, но уже знаменитый, называют его мировой знаменитостью, казахский певец Димаш Кудайберген. Добрый день, Димаш. Здравствуйте. Мы очень рады вас слышать. Надеюсь, что наш разговор будет обстоятельным, и мы услышим не только песни, но и немножко больше приоткроете завесу, расскажете о себе. То, что вы в раннем возрасте, можно сказать, стали заслуженным артистом Казахстана. Звание я получил 25 лет. В 25? Димаш, вы знаете, наши артисты получают такое звание, когда уже далеко за 30. И расскажите, пожалуйста, о вашей любви к музыке. Могу только сказать, что я горжусь своей страной, люблю казахскую музыку, люблю всех казахов. Конечно, я ко всем людям одинаково отношусь. Я люблю всех людей, вне зависимости, какую нацию они представляют, потому что я считаю, что все люди равны перед Богом. Национальный колорит, который вы освоили еще с детства, вы привносите во все свои песни. Только как это удается совместить с китайским языком, поскольку вы хорошо знаете китайский и поете на китайском? Китайский язык, к сожалению, мне не удалось все-таки освоить, но пою на китайском, потому что моя основная фан-база там. Это огромный рынок, надо постоянно давать фанатам то, что они хотят услышать. Это я, как молодой артист, понимаю и стараюсь угодить всем, конечно. Мы же все люди, мы хотим нравиться всем, как бы это нескромно не звучало. Стараюсь всячески контролировать свои поступки, потому что считаю, что мы должны думать о том, что на нас смотрят подрастающее поколение. И, конечно же, среди них есть дети, которые в дальнейшем хотели бы стать такими, как мы, артисты. Мне кажется, мы все-таки должны чуть-чуть держать себя в рамках приличия. Вот. Вы человек молодой. Странно, что вы заговорили об этом. Обычно о таких вещах говорят уже люди более опытные. Димаш, вы с раннего возраста начали выступать. Вы учились в музыкальной школе. Расскажите, как становятся мировыми звездами? В любом случае надо иметь основы вокала, основы академического вокала. И надо знать классическую музыку. Мы должны еще понимать, что музыка с каждым годом меняется, но основы остаются, и поэтому надо стараться быть со временем и при этом не забывать о классической музыке. Я знаю, что вы прекрасно сочетаете современную музыку с использованием классических элементов, а также казахскую музыку, национальную с поп-музыкой. Кто ваш учитель? У кого вы брали уроки и так быстро и талантливо все это освоили? Мой вокальный педагог живет в Актубе. Он когда-то преподавал еще моей маме, когда мама была студенткой. Зовут моего педагога Марат Ужабаевич Атимов. И я считаю, что каждый артист должен заботиться о том, чтобы поддержать свою форму, чтобы голосовые связки всегда были в тонусе. Надо об этом заботиться, и надо заниматься вокалом тоже. Даже сам великий Лучано Паваротти, будучи уже в 70-летнем возрасте почти, он занимался
учился педагогом по вокалу, потому что артисты, вокалисты, то есть никогда себя неправильно слышат нам. Всегда кажется, что мы очень красиво поем, очень все хорошо делаем, но на самом деле со стороны виднее. Димаш, ну у вас такие переполненные залы, стадионы, восторженные девушки, которые буквально пытаются каждый кусочек одежды заполучить. Вы спокойно относитесь к такой безумной популярности? Или все-таки это вас тоже греет и заставляет брать новые высоты? Ну, во-первых, к таким моментам спокойно относиться невозможно практически, потому что это очень отрадно и радует. И я понимаю прекрасно, что это временное дело. Отец должен понимать, что в любой момент может начаться спад карьеры. Просто я к тому, что этот путь певца, я хочу пройти достойно. Благодарен всем зрителям, которые меня поддерживают, всем людям, которые меня поддерживают. Просто вы как бы рано об этом задумались, потому что у вас такой сейчас восходящий путь звездный, и стадионы, и огромные дворцы, и поклонницы. Поэтому странно, что молодой человек начинает уже думать, что не всегда все может быть так. Это очень мудро, может быть, в этом мудрость и вашего эпоса народного, и вашей семьи, потому что это очень, по-моему, глубокое правильное отношение к жизни и к эстрадной карьере. Спасибо большое. Я знаю, что трамплином был Славянский базар, и для вас тоже была неожиданность, что вы там получили гран-при. Дайдидау для меня в моей жизни занимает, конечно, особое место, потому что когда мы для очередного конкурса делали аранжировку на эту песню, я в тот момент начал мечтать, чтобы я прокатился с этой песней по всему миру, чтобы собирал стадионы, чтобы иностранцы тоже подпевали и чтобы пели вместе со мной эту песню. Вот, поэтому эта песня для меня больше, чем песня. Димаш, по-моему, вы на Славянском базаре пели, да? Да, я ее пел в полуфинале. Я помню тот момент, когда на Славянском базаре я ее исполнял на сцене. Я узнаю о том, что полуфинал телеканал «Россия-1» не будет транслировать просто, потому что это полуфинал. И вот а не финал. Славянский базар выходил в эфир со второго тура, то есть с первого финала и второго финала. Вот. Первый тур Дайдидау так и не показали, я чуть-чуть расстроился из-за того, что казахскую песню не смог вытащить в эфир такого большого канала. Понимаете, юношеские амбиции, 20-летний парень или 19 лет, я даже не помню. И потом я победил на этом конкурсе, и меня пригласили спеть на гала-концерте, который транслировался на канале «Россия». И я помню, подошел к режиссеру и сказал, что вот эту песню я петь не буду, я хочу спеть Дайдидау. Вот они попросили меня, чтобы я спел другую песню, и они объяснили это тем, что все-таки казахский язык ограниченного пользования. Да. Вот. Гордость не позволяет это сказать. Но, конечно, казахский язык это же пока что не английский язык, хотя он очень богатый язык, но он малоизвестный. Очень напевный. У вас очень красивые песни. Очень красивый язык. Да. Я люблю этот язык. И потом они старались аргументированно все мне объяснить, то, что «Славянский базар» — это та программа, которую смотрят на всех территориях бывшего СССР. В том числе и в Казахстане. Да. И я все-таки смог их убедить в том, что Дайдидау молодец, вот молодец. Да, смотреться выигрышнее. Я просто сказал, либо я пою Дайдидау, либо я вообще не пою. Молодец. Характер есть у вас, да? Характер, да, не ангельский. Нет, такая настойчивость. Я благодарен организаторам за то, что они поняли меня, с улыбкой так на лице помогли исполнить мою мечту. Добрые люди оказались. Вы сказали, что всю пандемию, весь этот тяжелый период, который, к сожалению, еще пока продолжается, вы просидели в студии. Что удалось сделать за это время? Я записал несколько песен, снял пару клипов. Впервые в жизни попробовал себя в роли режиссера. Не знаю, насколько успешно, но мне не очень понравилось. Не очень? Знаете, почти
Не то, что почти. Мне кажется, все еще не было того момента, где я мог бы себя похвалить за проделанную работу. Мне всегда что-то не нравится. Песня называется «Кайранелем» На каком языке? на казахском языке. Песня о том, что я разделяю горе своего народа. В период пандемии погибло очень много людей, и мы хотели посвятить песню. А концерты были у вас да. за это время? Последний концерт прошел в Киеве. А на украинском вы поете что-то? На украинском я тогда на концерте спел песню «Чернодрейцы». Мне хотелось сделать какой-нибудь легкий сюрприз для своих украинских слушателей. И за пару часов до концерта я все-таки выучил эту песню. Вы заранее подготовили или это был экспромт? Экспромт полный. Почуруки твої, моя мамо, твою ласку я чую, рідненька. Зрители вас любят. А как отношения с коллегами по сцене? У нас наш российский шоу-бизнес довольно сложный. И то, что вы поете живьем, и то, что вам, как говорится, все аккорды для вас доступны, и любая тональность, наверное, это многих удивляет, а кого-то и огорчает, потому что вы становитесь вне конкуренции. Вот как сложились отношения на нашей эстраде? В России среди артистов очень много хороших людей. Я, например, могу подчеркнуть Николая Баскова. Какой человек светлый, например. Он очень добрый. Вы с ним подружились? Ну, ко мне он очень хорошо относится. Я, соответственно, к нему тоже очень хорошо отношусь. Очень уважаю как народного артиста, как и человека. И Игорь Яковлевич, например, очень простой, несмотря на то, что он действительно крутой. Да, Вот. да, он соответствует своей фамилии. Александр Серов задолго до вашего такого потрясающего взлета, только первый раз, когда вас увидел, он сказал, он будет мировой звездой. И приятно, что его пророчество сбылось. Мы желаем вам успехов. Надеемся, что ваш репертуар будет расширяться, что коллеги вас будут любить, это очень важно в творческой среде, и что ваш путь будет такой же светлый, каким вы предстали сейчас перед нами в этом небольшом интервью, человеком светлым, добрым, мудрым, умным, как и должно быть у талантливого человека. Все светло и достойно. Поэтому мы вам желаем успеха и будем ждать новых песен, будем ждать вас в России и будем надеяться, что ваш репертуар на русском языке будет расширяться. Спасибо вам большое. Спасибо огромное. И, пожалуйста, новогоднее пожелание нашим слушателям. Желаю вам всего самого наилучшего, чтобы все ваши заветные мечты сбывались. С любовью, Димаш Кудайберген. Если фильм вам понравился, поставьте лайк, подпишитесь на канал и включите уведомления, чтобы не пропустить важные новости о любимом артисте. Будьте здоровы, будьте счастливы и успехов вам! Команда «Алга Петербург».